Привет всем! Рада приветствовать вас у себя на канале. С возвращением или добро пожаловать! Здесь я рассказываю про свои покупки с AliExpress, делюсь самыми лучшими находками, заказываю стильную одежду, в основном женскую, иногда немножечко детской, и ссылки оставляю в описании. В сегодняшнем видео будет очень большая распаковка обуви, очень много пар, я даже не знаю, сколько сейчас будем вместе с вами открывать и смотреть. Напоминаю, что 17 мая на Алиэкспрессе начнется распродажа, так что, надеюсь, вы успеете наполнить свои корзины, а я вам в этом помогу. Погнали! И начать я хочу с бюджетной обуви, обувь до 1500 рублей. От этого магазина я несколько распаковок делала у себя на канале. Как я сказала, в этом магазине супер бюджетная обувь, даже по упаковке. Это можно понять, такие кроссовки. Две пары я взяла, они разные, сейчас открою и покажу. Приходят даже без воздушного пакета, но в подарок продавец положил резиночку для волос. Получилось две резиночки для волос и одна пара обуви, кроссовок даже не зашнурована, то есть настолько она бюджетная, что даже шнурки придется самой вставить, но это не проблема. На самом деле в кедах из этого магазина я хожу, уже ношу их сколько, месяца 3-4, вот я показывала их весной, наверное, в феврале, и ношу эти кеды. Супер, они мало мерят, на размер даже может быть на 1,5, хотя я беру 38 на 37, потому что 39 мне все-таки велик. Но мало мерят действительно сильно, но тем не менее они как-то разнашиваются, и как-то я ношу, и мне достаточно комфортно. Вот эти размер 7,5, то есть 39 почему-то. Почему 39 здесь написано, не знаю. Я заказывала 7,5, надо будет проверить точно, какому размеру соответствует, возможно, что-то я напутала. Сейчас зашнуровывать их не буду, вот эти кеды были доступны серые и какие-то бежевые, по-моему, я выбрала бежевые. Тяжелые, ну, имеют, вернее, вес, но он не очень большой, грамм 700, наверное. Хорошо сделаны. Они, кстати, даже не воняют ничем. Здесь такие смешные пимпки на подошве, непонятно для чего они сделаны, то ли против скольжения, то ли что. Они так немножечко выходят за саму плоскость подошвы. Это эко-кожа, они достаточно, я сказала, массивные. Возможно, в них будет летом жарковато, но на весну абсолютно хороший вариант. Эти кроссовки выглядят массивно, но при этом достаточно аккуратно смотрятся на ноге. У меня упирается палец, но при этом они широкие в объеме. Очень хочется их зашнуровать потуже, но они так смотрятся не очень красиво. Они не малы, просто велики мне по объему, так что я делаю вывод, что подойдут на стопу пошире, чем моя. А так размер в принципе нормально. Смущают надписи на язычке, они есть и сверху, и снизу. Это смотрится всегда дешево. Они не тяжелые, достаточно удобные и хорошо гнутся. На жару не подойдут. Прибавляют роста, у них скрытая платформа около 7 сантиметров. Супербюджетная обувь, вот такие стоят 1300 рублей. Очень у них интересная шнуровка, она начинается от носика, такая перекрестная здесь идет, с элементами сеточки, тоже основной материал кожзам, тоже небольшая скрытая платформа есть, они проложены внутри пенопластом, они тоже имеют вес грамм, наверное, 500. Ну, то есть это не килограмм, они не жутко тяжелые, абсолютно комфортные. Это бежевый цвет. У продавца есть еще белые и, если я не ошибаюсь, черные, либо просто бежевые и белые. Но вот бежевый, он на самом деле тоже белый, просто слегка с кремовым подтоном, теплым. То есть они просто не кипенно-белые. Мне нравятся, кстати, вот эти больше по качеству, нежели вот эти. Эти кроссовки очень мне понравились. У них скрытая платформа 6 сантиметров, они очень удобные. Не могу сказать, что сетка здесь дышащая. В жаркую погоду в них будет не очень, но сейчас самое то. Размер мне подошел идеально, они очень удобные, хорошо пружинят. Для 1300 рублей просто супер. Следов клея нет, выполнены они достаточно аккуратно, и меня очень порадовало, что на них нет никаких надписей, так что по ним абсолютно не скажешь, что они стоят 1300 рублей. Открыла посылку с сандалиями, здесь их 3 штуки. Все упакованы просто в пупырчатую пленку, без пыльников, без воздушных пакетов, естественно, без коробок, но все они стоили 1300 рублей. У меня получилась целая коллекция просто резинок, каждой паре идет в подарок резинка, кстати, я ими пользуюсь, они мне нравятся, эти резинки. Вот такие милые сандалики розового цвета, у них спортивная форма, напоминает мне чем-то Пуму или Adidas. В общем, в спортивных магазинах такие сандалики летом обычно представлены. Но это супер бюджетная пара обуви, доступная в нескольких расцветках. Там был белый, черный и вот такой вот нежно-розовый трендовый цвет. Верхний материал текстиль.
Стелька из искусственной кожи. Подошва, кстати, такая вот, в принципе, она гнется, но не шибко. Подошва, скорее всего, из резины, либо из пены. Я не знаю, если честно, как это проверять. Выглядят они, на самом деле, дешево, даже, наверное, дешевле, чем они смотрелись на картинке продавца. На картинке продавца как-то даже попрезентабельнее они выглядели, на самом деле. И здесь есть какие-то пятна на белой подошве, ну, не сильно, но они все же вот здесь вот на носке присутствуют. И вот эта пряжка пластмассовая, она прям как у кукольной одежды дешевой сделана, ну совсем из какого-то очень дешевого пластика. Ну и по форме вообще они на самом деле прикольные. Я выбрала размер 38, примерим все с вами. Розовые сандалии выглядят дешево, но это если придираться к ним. А так в целом они симпатичные. Размер 7 мне получился впритык, даже по объему на мои 37-37,5, но размер выше был бы большим. На широкую стопу, скорее всего, они не подойдут. Мне по объему они нормально, но вот прям вот-вот. Удобные, очень легкие, абсолютно невесомые сандалии. Кстати, вспомнила, что вот эти сандалии, они на самом деле не 1300 рублей стоили, а около 2. Это самая дорогая пара обуви, мне кажется, вообще в этом магазине. И сделаны они прям очень аккуратно, очень хорошо. Я сейчас еще второй сандалик проверю. Да, вот никаких изъянов, ни следов клея, ничего. 38 размер, главное в него влезть. Еще раз повторюсь, в этом магазине маломерится минимум на 1 размер, даже на 1,5. И так как у меня размер половинка 37,5, мне тяжело выбирать в нем размер. И так как эта пара обуви была самой дорогой, она даже была упакована в пыльник. И здесь абсолютно другой логотип сделан, и такое ощущение, что вообще на другой фабрике, и небольшое такое отступление. Этих сандаликов не было у продавца в ассортименте, я попросила его их найти. Мне очень они нравились, я их искала на Али, но не было продавцов каких-то проверенных с этими сандаликами, а с этим продавцом я уже давно очень дружу, и обувь его ношу. И я попросила, он нашел и добавил их в ассортимент своего магазина. Очень трендовые джинсовые сандалии, я буду их носить с Total Denim луками, с джинсовыми рубашками, с джинсовыми топами. И просто так, как самостоятельный тоже джинсовый элемент. Безумно они мне нравятся по качеству, очень надеюсь, что я в них влезу своей ножкой. И кто не знает, это такая, ну не то чтобы копия дизайна Chanel, но очень похожие по дизайну на известные тапочки, сандалики от Chanel. Там тоже они были в джинсовом исполнении с такой вот фирменной стежкой. Эти джинсовые сандалии просто восторг, это мои любимые из этого магазина. Очень качественные, очень аккуратные, стильно смотрятся и на ноге сидят красиво. Размер 7 мне хорошо, размер больше точно здесь не нужен. По объему мне, правда, немного велики, приходится их затягивать потуже, но в целом я ими очень довольна. И третьи сандалии тоже под Chanel немножечко сделаны, но не такие, конечно же, аккуратные, тоже стеганые и в эко-коже. Там был на выбор белый, бежевый и черный. Я взяла черный, потому что черных у меня вообще, в принципе, сандаликов еще не было ни разу. Я летом обычно все что-то такое светлое заказываю, пастельное. Решила, что черные тоже должны быть. Тоже они ничем не пахнут. Здесь подошва, скорее всего, из пены. Они достаточно легкие, грамм 300-400. Мне кажется, они весят, так что ножку оттягивать не будут, и на стопу подойдут пошире, скорее всего. Я сейчас пойду все примерю, вам еще подробнее расскажу, но качество для своей стоимости в 1300 рублей неплохое. Эти сандалии мне понравились, особенно то, что у них шершавая стелька. Это такой прикольный массажный эффект при ходьбе, нога не скользит. Подойдут на стопу пошире моей, но объем здесь можно отрегулировать липучками. Мне придется просто потуже их затягивать. Они удобные, они легкие, они гнутся. Мне понравились, но правда я нашла след от клея на коже, который прямо заметен. Погнали дальше, открываем розовый пакет. А в розовом пакете кеды под Александр Макквин, и на них даже нанесены логотипы. Я это уже сейчас заметила, хотя я думала, что их тут не будет. Ну ладно. Они, кстати, из натуральной кожи сделаны. И там было множество просто вариантов вот этого задника, как в оригинале, из замши, из кожи, и цветные, и однотонные, всякие разные. Я взяла черно-белый вариант. Здесь такой еще интересный пластиковый шильдик, тоже с нанесением логотипа бренда. Прикольно смотрится. Внутри все проложено вот таким вот пенопластом, так что они абсолютно не помялись. Очень ровненькие, красивенькие, аккуратненькие и идеально белые. Ни одного пятнышка. Немножко пахнут, но совсем не сильно и не клеем, а чем-то
ну, резиной, какой-то вот просто новой парой обуви. Не сильно вонючий, абсолютно терпимый запах. На стельке тоже есть нанесение логотипа. Я думаю, все с этой моделью кроссовок уже успели познакомиться. У меня есть такая бюджетная за 1000 рублей, кстати, вот из того магазина, про который я вам рассказывала до этого. Я их тоже ношу, но в них ножка, правда, потеет летом, если без носка. Поэтому я кожзам без носка не ношу. Эти должны быть из натуральной кожи, но не топ-лизер, это спилок, то есть это второй слой кожи. Но спилок, он, в принципе, достаточно комфортный, я ношу и без носочка ношу, и нормально. В общем, проверим, как эти будут. Здесь тоже скрытая платформа, так что прибавляют в росте. Вообще, эта модель абсолютно универсальная, не выходящая из моды, как мне кажется, уже лет 5, да, не актуальная. Супер трендовая модель. Ну, кто против фейков, ну, просто проходите мимо. Я не знала, что тут будет логотип, но ладно, не проблема. Эти кеды тоже удобные, размер мне подошел. Я взяла 38 на свой 37-37,5. Есть наклейки, которые говорят о том, что везде использована натуральная кожа. Буду этому доверять. Качество действительно хорошее, выполнено очень аккуратно, без следов клея. Мне понравились, удобные, гнутся, ноге комфортно. Размер отличный. Вскрыла еще один розовый пакет, в котором 2 пары обуви. И здесь из одного магазина 2 босоножек. Долго очень их ждала, пока продавец их произведет. Там какой-то случился коллапс на фабрике. Ну или что, в общем, после праздников новогодних я ждала прям очень долго, но это того стоило. Ну, хотя не знаю. Сейчас я уже подумала, что не знаю, блин, опять тут логотип Prada. Я не хотела, чтобы тут был логотип, еще спрашивала у продавца, есть он или нет. Ой, он меня, наверное, неправильно понял, потому что я хотела, чтобы здесь его не было. И он как бы не очень похож на оригинал, на самом деле, потому что криво нанесен. Может быть, как-то отпороть этот шильдик треугольный, хотя там вот я вижу, что останется просто дырка. Я бы хотела, чтобы логотипа на самом деле не было. Это очень известные, очень популярные в этом сезоне туфельки под Prada. Они такие на каблучке с кошином, который начинается где-то еще посередине, от начала, с очень удлиненным острым мысом, с фирменными треугольными шильдиками с надписью бренда. И на стельке тоже здесь есть надпись бренда. Стелька такая прикольная, пружинистая. Очень качественно сделанный, но вот логотип криво напечатан, и он все впечатление вообще портит. Здесь основной материал атлас. То есть они тканевые и слегка такие блестящие. И низ идет фигурная такая вот резиновая подошва, как у каких-то сланцев. Очень интересная, с такой фактурой. Смотрится супер, конечно, они классно. Я подумаю, как оттереть мне вот эту вот Праду отсюда. Потому что она меня, ну честно, смущает. Я не хочу носить вот с таким вот явным прямо логотипом. Туфли смотрятся, конечно, очень интересно. Это самая трендовая модель сейчас в Instagram, так что я думаю, для фотосессии или мероприятия можно рассмотреть и такой вариант Сали. Кстати, они оказались еще очень удобными, и в них прямо как в тапочках. Размер 38 мне хорошо. Мне не понравилось, что у них неаккуратный носик. Если вглядываться, то он прямо кривоват. Надпись Prada тоже кривая, и ткань помялась. Ну а так они смотрятся, конечно, прикольно. В комплекте к ним, кстати, шли дополнительные набойки розового цвета. И вторая пара босоножек — это Zara с квадратным мысом, со стразиками, супер аккуратная, ничем абсолютно не пахнет. Кстати, розовые я не понюхала, розовые тоже не пахнут. И здесь есть логотипчики, бирочки везде на подошве, выбито прямо, очень красиво все сделано. Мне кажется, вообще 100% оригинал. Надеюсь, что они будут удобными, потому что у них достаточно объемный, устойчивый каблук, он такой вот расширяющийся к низу. Я думаю, что они будут удобными. Ну и такой красивый мыс квадратный я люблю в босоножках, особенно в открытой обуви, мне очень нравится. Босоножки супер, в них понравилось мне абсолютно все. Размер 38 сел идеально, они достаточно удобные, у них устойчивый каблук. Из минусов могу отметить только то, что не хватает отверстий на ремешке у щиколотки, они не пробиты, и придется их делать самостоятельно. Ну а все остальное супер. Супер стильный. Вот черными я прям довольна. Розовыми меньше, но я их очень хотела, потому что они очень трендовые. Но они вот еще слегка кривоватые. Я не знаю, но надеюсь, что на камере будет видно. В общем, я ими немножечко разочарована. Еще один розовый пакет.
Ой, я поняла, что это за магазин, он всегда присылает всякие приколюхи в подарок. Вот сейчас положил заколочку такую круглую, золотую, как будто бы цепь прикольная. В прошлый раз он мне положил резинку для волос, я ее теперь постоянно ношу, такую объемную, прозрачную из сетки. Libby Store называется магазин. Люблю, когда продавцы так заморачиваются и что-то интересное кладут в подарок. Смотрите, какая упаковочная бумага в звездочку. Пыльники и это сланцы, тапочки, тоже Zara, тоже с логотипами. 2000 рублей они стоили, чуть побольше, 2200 они мне обошлись, в Заре 3300. Ну, то есть разница 1000 рублей, в принципе, не такая уж и большая, но мне кажется, что они не отличаются от оригинала, по крайней мере, по качеству исполнения. Я не знаю, если честно, по материалу надо будет проверять, что здесь, натуральная кожа или искусственная. Ну, скрипят, да. Надеюсь, что при ходьбе не будут скрипеть, хотя если тут скрипят, то и при ходьбе тоже будут скрипеть. Я в любом случае потом расскажу. Размер выбрала 38, подошва здесь непонятно какая, скорее всего резиновая. Я говорила, что тоненькие тапочки не люблю в городе, потому что неудобно по асфальту ходить из-за толщины подошвы. Но на пляже или как отпускной вариант по отелю прогуливаться, для меня это идеальный вариант. Они удобные должны быть. Здесь очень красивый квадратный мыс и безумно красивый оливковый цвет, который на загорелых ножках будет смотреться просто потрясающе. Конечно, разница с Zara в 1000 рублей не сильно большая, но а почему бы не сэкономить, если они точно такие же? Но по материалу нужно будет посмотреть. Скорее всего, это все-таки искусственная кожа, так вот на ощупь, мне кажется. Но я не знаю, тоже в Заре не уверена, что там 100% кожа. В общем, по качеству супер. Без запаха, без ниток, без каких-то изъянов. Мне очень нравится. Тапочки Zara в оливковом цвете по размеру оказались впритык, по объему ноги тоже, так что на широкую стопу они точно не подойдут. По качеству они приятные, по удобству тоже, но мне не понравилось, как они скрипят при ходьбе. Это прямо очень громко. И размер мне стоило бы было выбрать не 38, а 39, на свой обычный 37,5. Дальше распаковываю коробку, и я даже... Да. Это коробка View Today. Супер качественный магазин обуви, который всегда присылает обувь в коробках. Ого, ничего себе. Какие красивые пыльники из флиса, такие мягонькие, интересные. Очень красивые сандали, вау. Просто вау. Они, конечно, не бюджетные, все там вывалилось. Очень классные пыльники, прям вот супер приятно. Получать такую посылку. Есть еще в подарок накладки и полустельки. Коробка, посмотрите, какая классная, такая ярко-фуксийная внутри. Прикольно все смотрится, упаковка просто супер. Ну и, конечно, я люблю этот бренд не за упаковку, а за качество обуви, потому что если, например, вот такую обувь поставить куда-нибудь у нас в Иконику или в Корсакома, то, ну, не отличишь, не скажешь, что вот это вот из Китая, хотя там тоже, наверное, да, все из Китая. Ну, цены все прекрасно понимают, какие. Так вот, такие сандалики стоят 3300 или 3500, точно я посмотрю, напишу. Цены бывают поднимаются к сезону, я все-таки заказывала все заранее, поэтому цены были пониже, а сейчас они будут к лету только расти. Это надо всегда иметь в виду, к лету нужно закупаться заранее, если у продавца уже представлен летний ассортимент. Здесь безумно красивые застежки, они тоже на липучках под Шанель, они еще и из твида, то есть основной материал здесь твид. Он такой еще с блестящими вкраплениями, с блестящими нитями и розочки, брошки-розочки. То есть это не копия Шанель, потому что здесь все-таки нету никаких логотипов по форме, они немножечко другие, они более аккуратные, но тем не менее они очень похожи на вот эти вот знаменитые сандалики, и выполнены они супер качественно. Вот просто мне прямо вот их так держать, как туфельки Золушки, хочется, чтобы ничего тут не испачкать, не испортить. Очень красивые, безумно. Мне очень нравится, прям вот вау. Да? Согласна? Эти сандали от View Today меня просто покорили от упаковки и до примерки. Они выглядят очень дорого, очень красиво, сделаны аккуратно, придраться не могу абсолютно ни к чему. Твид красиво переливается на солнышке золотыми нитями, брошки, розочки смотрятся просто восхитительно, при этом не слишком акцентно. Размер 38 мне впритык, так что они мало мерят. Мой обычный размер 37-37,5, стопа 23,8. Но размер больше мне точно был бы велик, так что это для меня оптимальный вариант. У меня здесь осталась последняя пара обуви. Это кеды, которые я ждала дважды. Сейчас объясню почему. И еще, кстати, две сумочки у меня, я их напоследок оставлю, покажу вам еще сегодня две сумочки. Так вот, кеды от бренда Kimekis, это, кстати, под суббренд Тауфена. Кто заказывает в Тауфене, там качественная, фабричная, хорошая обувь, в основном из натуральной кожи. Вот здесь то же самое.
И я заказывала их просто в изумрудном цвете сначала, но там случилась проблема с качеством. Мне пришлось перезаказывать в бежевом, но эта проблема решена. Мне уже девчонки присылали отзывы, отправляли актуальные фотографии. Действительно, все сейчас нормально с изумрудным цветом, он хороший. Но мне пришлось взять бежевый, потому что с изумрудным была проблема. И я выбрала размер 240, то есть 38. Скорее всего, они подойдут только на узкую ногу, потому что они достаточно не широкие. Они сделаны как ретро, такие кеды в молочном цвете, это не кипенно-белый, и на выбор там серый, бежевый и изумрудный, которые уже привели в норму, как я сказала. Я бы все-таки себе, конечно, хотела изумрудный, безумно красивый цвет, но вот буду показывать такие молочно-бежевые. Внутри у них искусственная кожа, стелька из другого материала, сейчас я ее прям достану, покажу, она такая вот с пеной, и вот это искусственный материал, то есть вот на голую ножку, если особенно у вас все-таки потеет ножка летом, ну, это нормально, лучше носить на носочек. Но сам верх выполнен из натуральной кожи, она очень мягенькая, они хорошо гнутся, подошва резиновая тоже супер гнется, очень они комфортные и удобные, и они легкие, весят прямо вот грамм 400-500 максимум. То есть они не будут оттягивать ногу, в них можно бегать целый день и не переживать. Но, конечно, лучше в носочке, потому что стелька выглядит вот так, и это искусственная кожа. Ну, а во всем остальном просто супер. Не пахнут, у них есть запах, знаете, какой-то, как будто бы арома саше здесь лежала, но арома саше здесь нету, ну, то есть запах какого-то освежителя воздуха лимонного. Сделаны классно, без всяких изъянов, мне они очень нравятся. Кеды сделаны очень аккуратно, они мягкие, мне понравились по качеству. Скорее всего, не подойдут на широкую стопу, но мне по размеру сели идеально. Они мне не малы, не велики, не давят, не жмут. Я выбрала 38, на свой 37,5. На ноге почти не ощущаются, они достаточно легкие. По качеству все хорошо, это натуральная кожа, а внутри стелька из искусственной кожи. И напоследок оставила две сумочки в таком веселом пакете, в воздушном пакете и в еще одном пакете Zara. Ярко-зеленая малышка, у меня многие просили ее заказать, и я ее заказала, конечно же, как я могла не заказать самую популярную трендовую модель этого сезона. Здесь металлическая цепь, она такая слегка винтажная, состаренная, кстати, сумочка прям маленькая, я думала, она будет больше, я черную показывала, подобную тоже с брендами, бирками Zara она была, здесь, кстати, внутри тоже шильдик вот этот вот пришит фирменный их, мне почему-то казалось, что она побольше размером, но она прям малышечка, в нее войдет только телефон, маленький кошелек, маленькая косметичка, ну и ключи, и все. Ну, документы. Совсем самый минимальный набор, но она очень классно смотрится. У нее очень красивый цвет, и там еще бордовый и черный, и стоит она 1300 рублей. Так что я не могла просто не заказать ее, потому что это самая популярная сумка этого сезона. Ничем не пахнет, сделано аккуратно, нитки не торчат. Цепь прокрашенная, я не могу сказать, что равномерно, потому что здесь просто такой дизайн, она как будто бы уже поношенная. Просто состаренная такая античная цепь, у нее и звенья все разной величины. Здесь маленькие звенья и крупные переплетаются. Смотрится она на самом деле очень интересная, для 1300 рублей это супер сумка. Ладно, посмотрим вторую сумку, она не бюджетная, но многим понравится, потому что многие меня просят показывать что-то люкс-качество. Вот я люкс-качество оставила напоследок. И вот такая шикарная упаковка, коробка, пыльник, все супер классно упаковано. Это бренд Zuller. Кто с этим брендом знаком, напишите в комментариях. Он достаточно популярный на Али. Это топ-бренд AliExpress, который продает сумки из натуральной кожи первой категории. Упаковка супер аккуратная. И вот она, моя малышка. Очень приятно пахнет натуральной кожей. Да, запах классный, как в коже галантерея. Единственное, что в магазине Zuller проблема найти модель в наличии. У него всегда, даже вот в описании товара очень интересно, там ограниченное предложение, осталось 2 штуки. Прямо вот в названии товара это написано. И когда вы добавляете товар в корзину, обычно видно, сколько в наличии осталось
сумочек. Так вот, все модели там по 2-3 штучки буквально. Очень тяжело было выбрать ту, которая есть еще в наличии, чтобы тоже вы могли заказать, если вам понравится. Здесь в комплекте идет еще длинный ремешок текстильный с кожей, все вот так вот в пленочке упаковано очень аккуратно. Сумочка застегивается на магнит с пряжкой, он скрытый, его не видно. Размер у нее такой вот прямо самый оптимальный для меня на лето, потому что сюда в принципе войдет все, что нужно, но и она и не массивная, под любой образ подойдет. И текстильная подкладка у нее, как у моих сумок под Prada, я недавно показывала. Еще оранжевую сумку показывала, у нее тоже была такая же подкладка. Она хлопковая, с принтом, с таким геометричным. Здесь есть внутри 2 кармана, один на молнии, один просто кармашек. Такое ощущение, что вот это может отстегиваться или нет. Ну, то есть это вот такой вот кошелечек внутри. И я не знаю, тут вот он пристегнут или нет. Скорее всего, нет. Он прибит просто. Нет, он не отстегивается. Он просто так сделан, но это интересно, прикольно смотрится. Классно. Сумочка-ведерко, по ней абсолютно не скажешь, сколько она стоит. У нее, ну, в плане, что не скажешь, что она с Алиэкспресса. По ней видно, что она дорогая, по ней видно, что она из натуральной кожи. У нее хорошая фурнитура, не слишком золотого цвета. Она хорошо держит форму, она стоит ровно на поверхности. Здесь вот у нее есть такие штучки, которые фиксируют ее. И вот такой вот ремешок. Зачем он такой прямо огромнейший? Ну можно разные делать. Можно делать кожаный, а можно сделать текстильный. Очень круто, очень удобно. Если вы хотите более спортивный, кэжуальный образ, то надеваете текстильный ремешок через плечо. Хотите более классический офисный образ, берете с собой вот такой длинный ремешок из кожи. Супер! Мне очень нравится эта сумка. С брендом познакомилась впервые, но думаю, что буду теперь здесь заказывать почаще. Называется он Zuller, как я уже сказала. У него 2 есть магазина. Я думаю, если вы вобьете в поиск, то найдете. У него, кстати, еще была сумочка под Gucci Джеки. Я ее показывала в трендах сумок этого сезона. Делала пост-подборку. Она очень тоже классного качества, без логотипов, то есть это собственное производство, это не копии, но ее там очень мало. Кому интересно, я оставлю ссылку, она там, кстати, есть в ярких цветах, по-моему, в голубом, очень мне понравилось, но так как ее там 2 штучки всего лишь, я не стала заказывать, потому что просто слишком быстро закончится. А вот таких сумочек достаточно много в наличии, так что если вам интересно, переходите по ссылке в описании, качество просто вау. Распаковка получилась, как мне кажется, для каждой девушки интересной, каждая найдет для себя что-то подходящее под свой бюджет, под свой вкус, под свой стиль, потому что показала я абсолютно разных ценовых категорий, разных стилей, обувь и супербюджетную, и очень качественную, и сумки показала вам трендовые, хорошие. Надеюсь, вам понравилось. Напишите мне в комментариях, что вам понравилось больше всего, что вы себе закажете на этой распродаже. Буду очень ждать ваших лайков, подписку, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Готовлю для вас новую порцию одежды. После праздников посылки прямо на меня повалились. Всем хорошего настроения, пока, до скорых встреч!